Здравствуйте! В данном видео я расскажу вам, как иностранец может официально трудоустроиться в Беларуси. Все чаще к нам обращаются клиенты, которые планировали начать работать в Беларуси, но получили отказ от потенциального работодателя. А все потому, что работодатель не хочет заниматься получением разрешения на работу. Однако ничего сложного в процедуре получения разрешения нет. Итак, иностранец, который хочет работать в Беларуси, но при этом не имеет вида на жительство, должен получить разрешение на работу. Но здесь есть исключения. Во-первых, разрешение на работу в Беларуси не нужно получать гражданам России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Во-вторых, разрешение на работу не нужно иностранцам, которые планируют работать в компании-резиденте парка высоких технологий или индустриального парка Великий Камень. И в-третьих, не нужно получать разрешение на работу беженцам, иностранным лекторам в образовательных учреждениях, если курс лекций не превышает 90 дней, работникам диппредставительств, работникам представительств иностранных организаций, студентам вузов, которые работают по получаемой специальности, а также студентам в первый год после окончания вуза, опять же, по полученной специальности. Само разрешение на работу позволяет иностранцу работать только в одной компании и только на одной должности. То есть, если иностранец захотел работать у нескольких работодателей, ему нужно получать разрешение у каждого из них. И важный момент: разрешение на работу получает сама компания, а не иностранец. Процедуру получения разрешения на работу можно разделить на 3 этапа. Первый — работодатель ищет работника среди белорусов. Второй — компания обращается за получением разрешения на работу. Третий — это заключение и регистрация трудового договора с иностранцем. Первый этап заключается в том, что прежде чем работодатель обращается за получением разрешения на работу, он должен предпринять все действия по поиску работника белоруса. То есть наниматель должен пойти на биржу труда, опубликовать сведения, что у него есть свободная вакансия, прождать 15 дней, чтобы не откликнулись белорусы на данную вакансию. И только после этого он может обратиться за выдачей разрешения на работу иностранцу. Но и здесь есть исключение. Если иностранец является учредителем компании и нанимается на должность директора, то обращаться на биржу труда не нужно. Второй этап — это непосредственно обращение в Управление по гражданству и миграции, а именно этот орган занимается выдачей разрешений. Для этого нужно подать пакет документов. Это заявление с обоснованием найма конкретного иностранного работника, перевод паспорта иностранца и квитанция об оплате госпошлины. Решение о выдаче разрешения на работу принимается в течение 15 дней. Второй этап завершен. Третий этап — это заключение и регистрация трудового договора с иностранным работником, к которому применяются особые условия. То есть в данном договоре нужно указать, за чей счет работодателя или работника будет осуществлен переезд в Беларусь и за чей счет будет осуществлено питание, проживание, медицинское обслуживание работника. Срок действия трудового договора не должен превышать срок действия разрешения на работу. Также важно не забыть зарегистрировать трудовой договор в течение 1 месяца со дня его заключения. Опять же, это делается в Управлении по гражданству и миграции. К сожалению, не всегда обращение за получением разрешения на работу приводит к положительному результату. Из практики можно назвать основные причины. Первой причиной может стать непрохождение проверки на то, действительно ли работодатель искал работника среди белорусов, то есть подавал ли он вакансию на биржу труда, искал ли он среди белорусов, была ли эта вакансия опубликована в течение 15 дней. Вторая причина — это наличие потенциальных белорусских специалистов, которым работодатель отказал в приеме на работу. Эти 2 причины обусловлены тем, что наши власти борются с безработицей в стране. Также причинами выдачи разрешений на работу могут быть получение отрицательного заключения с биржи труда, так как работник не имеет необходимого образования либо опыта работы для занятия конкретной должности, о котором просил работодатель. Также отказ может быть в случае предоставления ложных сведений об опыте работы или об образовании иностранца.
Еще причинами отказа можно назвать такие, как ограничение права въезда в Беларусь, о котором можно узнать только при пересечении границы, либо уже после обращения за выдачей разрешения на работу. Ну или если иностранец является гражданином, неблагополучной в миграционном отношении страны. После устранения причин, по которым был выдан отказ работодателю, он может снова подать документы для получения разрешения на работу. Если срок действия разрешения на работу заканчивается, то один раз его можно продлить. Для этого работодатель опять предоставляет тот же пакет документов, но и само разрешение на работу для проставления на нем отметки о том, что оно продлено. Продлевается опять же на 1 год. Надеемся, данная информация полезна для вас. До свидания.